Человек не существует сам по себе. Его всегда сопровождает сила. Когда человек копит силу и осознанно взаимодействует с ней, он становится счастливым и выполняет свое предназначение. Но как осознанно взаимодействовать с силой? Для этого человек должен развить в себе магическое тепло. Магическое тепло привлекает силу и позволяет человеку ее накапливать. Сильный человек способен изменить к лучшему не только свою жизнь, но и жизнь окружающих людей. Сейчас мы расскажем, как это сделать. О магическом тепле говорил на своих закрытых лекциях Карлос Кастанеда. В своих книгах Кастанеда описал и открыл всему миру древнее учение индейцев Мезоамерики, которое он назвал нагвализмом. Несмотря на свою древность, учение нагвализма остается неимоверно актуальным и эффективным для современного человека. Нагвализм способен обучить любого, кто соприкасается с его загадками и тайнами, глубинному пониманию своей внутренней сути и связи с окружающим миром. Первым шагом к такому пониманию является развитие магического тепла. Но что же такое магическое тепло и зачем его развивать? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо немного погрузиться в основы мистической философии, которой является нагвализм. Нагвализм говорит о человеке не только как о физическом теле, но и как о скоплении энергии, которым управляет человеческое сознание. Кастанеда утверждал, что согласно древнему знанию индейцев Мезоамерики, количество энергии у обычного человека постоянно убывает с момента его рождения в результате процесса социализации и адаптации к окружающей среде. Причиной энергетического истощения человека служит неумение осознанно взаимодействовать с силой. Сила, в терминах нагвализма, это постоянно изменяющаяся категория, которая присутствует в каждой точке пространства мироздания и позволяет жить, действовать и развиваться всему во Вселенной, в том числе и человеку. Истощенный энергетически и, как следствие, обессиленный человек перестает контролировать свою жизнь, не может осознать свое предназначение и становится несчастным. При этом магическое знание индейцев раскрывает факт того, что источником силы для человека является другая осознающая, непрерывная и бессмертная категория, которую последователи нагвализма, или как они себя называют, маги, именуют духом. Именно дух человека наделяет обыденную жизнь силой и позволяет любому раскрыть в себе внутренний созидательный и творческий потенциал. Так человек выстраивает повседневную жизнь с благородством и гармонией в соответствии с собственным предназначением. Магическое тепло присутствует в каждом индивидууме. У обычного человека в результате неосознанного отношения к себе и окружающему миру магическое тепло находится в неразвитом состоянии. Энергии от этой теплоты человеку хватает, чтобы продлить свое физическое существование, но не хватает, чтобы развить и раскрыть свой внутренний потенциал. Растрачивая свой огонь на ненужное и пустое, обычный человек теряет интерес и охладевает к естественным законам вселенской жизни, которые выражаются в красоте, гармонии и загадках окружающего мира. Развивая магическое тепло, каждый становится доступным для силы. Сила начинает как бы воспринимать и видеть такого человека среди охладевших к жизни и ослабленных людей. Кастанеда на своих закрытых лекциях говорил, что проходя через человека, сила связывает его с духом. Так, через взаимодействие и накопление силы у любого возникает осознанная связь с духом. Благодаря сотрудничеству с духом, человек наполняется магическим теплом, что позволяет ему накапливать силу и раскрывать все великолепие своей духовной природы в материальном мире. Чтобы более наглядно продемонстрировать смысл сказанного, обратимся к науке. В физике существует закон, который называется законом Джоуля-Ленца. Этот закон говорит о том, что металлический проводник, по которому проходит электрический ток, начинает нагреваться и выделять тепло в окружающую среду. Чем больше силы протекающего тока, тем больше теплоты выделяет металлический проводник. В некоторых металлах, таких как, например, вольфрам, из-за силы проходящего тока теплоты становится настолько много, что проводник начинает светиться, озаряя светом окружающее пространство. Можно провести аналогию металлического проводника с человеком. Электрический ток, проходящий по проводнику, это ток силы от духа, который проходит через человека, поддерживает и развивает в нем магическое тепло. Загораясь внутренним огнем, благодаря току силы от духа и тесной связи с духом, человек становится проводником света во внешний мир. Так как сила пронизывает весь мир и незримо пребывает везде, свет в вещах мира находится в непроявленном состоянии. Внутренний свет озаряет душу человека.
Человек с развитым магическим теплом и светом внутри себя, благодаря своей озаренной душе и разуму, развитому характеру и искренней работе, освобождает свет, заключенный в вещах мира. Таким образом, света, знания и красоты в мире становится больше. Действие внутренне сияющего человека становится источником вдохновения для окружающих людей, в ком магическое тепло находится в неразвитом состоянии. Озарение внутренним светом души и разума и восстановление связи с духом в наговализме называется путем, у которого есть сердце. Найти путь, у которого есть сердце, может каждый. Для этого необходимо развивать магическое тепло. Первым шагом развития магической теплоты является необходимость привести свою жизнь в порядок. Что это значит и зачем это делать? Дело в том, что ваше сознание является той структурой, с которой взаимодействует сила. На поддержание беспорядочной жизни вы расходуете большую часть своего энергетического потенциала. Сила прибывает туда, где есть порядок. Представьте, что сила – это чистая, прозрачная и живительная вода. Эта вода будет течь в нужном вам направлении, если в русле, по которому вы направляете воду, нет заторов и булыжников, преграждающих поток воды и олицетворяющих беспорядок в вашей жизни. Первым этапом приведения жизни в порядок является порядок в физическом теле. Порядок в физическом теле предполагает бережное и трепетное отношение к своему физическому телу. Порядок в теле достигается благодаря правильному питанию и отказу от пищевых и наркотических ядов, включая алкоголь и никотин. Пища должна служить не инструментом для избавления от чувства голода, а должна питать вас энергией. Если вы питаетесь некачественной и вредной едой, в вашем теле не будет достаточной для здоровой жизни энергии, а значит, магическое тепло будет вас затухать. Питайтесь правильно и откажитесь от любых ядов. Занимайтесь физической культурой. Физическая культура укрепит ваше тело и позволит вам экономить энергию на поддержание здорового физического состояния. Накопленную таким образом энергию вы сможете потратить на осознанное взаимодействие силы и на развитие магического тепла. Второй этап движения к упорядоченной жизни – это порядок в мыслях. Порядок в мыслях предполагает, что вы постоянно занимаетесь обучением, повышаете уровень своего интеллекта. Развитый кругозор и эрудиция позволят вам ясно, гибко и трезво относиться к окружающей действительности и преодолевать обстоятельства с минимальными энергетическими потерями. Сэкономленная энергия останется в вас в виде магического тепла. Заведите хобби. Творчество и хобби позволят вам задействовать ваш внутренний огонь через ваши чувства. Так вы будете развивать магическое тепло, сосредотачиваясь на творческом процессе. Вы научитесь отказываться от того, что вам не нужно, и посвящать себя тому, что вас развивает. Избегайте пустых, глупых и импульсивных людей и общайтесь с людьми, которые сочувствуют вашим целям и вдохновляют вас. Люди, умеющие вдохновлять, это зачастую люди, которые способны поддерживать вас развитие магического тепла. Третий этап приведения жизни в порядок – это порядок в ощущениях. Так как ощущения обычного человека в повседневной жизни тесно связаны с восприятием времени и денег, то вам необходимо научиться правильно управлять вашими временными и денежными ресурсами. Деньги и время являются воплощением одного из видов энергии в вашей жизни. Когда вы беспечно относитесь к деньгам и времени, тратя их на ненужное вам, вы затрачиваете необходимую вам энергию. Ваше магическое тепло будет при этом затухать. Приведя в порядок тело и мысли, вы научитесь выстраивать иерархию приоритетов в вашей жизни и выделять самое основное и главное в данный момент. Так вы сэкономите деньги, время, энергию и разовьете магическое тепло. Друзья, для тех, кто заинтересован в качественном улучшении жизни, наша исследовательская команда более подробно и ясно описала практику приведения жизни в порядок и выложила это описание в открытый доступ. Все необходимые ссылки вы найдете в описании к этому видео. Если вы же хотите, чтобы в одном из следующих видео мы более детально раскрыли вопрос, как привести жизнь в порядок, напишите нам об этом в комментариях. Вторым шагом в развитии магического тепла является осознание вашей главной цели в жизни. Для человека повседневности цель – главнейшая составляющая его жизни и источник вдохновения. Именно цель дает силы человеку. Сила приходит в жизнь человека, если он искренне верит в свою цель. Именно вера развивает в человеке его магическое тепло. Чтобы осознать сказанное, обратимся к лингвистике.
Кастанеда на своем закрытом семинаре говорил, что английское слово fire, что в переводе на русский язык означает огонь, и faith – вера, связаны между собой этимологически. Именно вера человека в свою цель и идеалы побуждает его на действия, раскрывает в нем внутренний огонь и привлекает к человеку силу. Более того, слова wire, что на русском означает связь, провод или проводник, и fire также связаны этимологически. При этом английское выражение live wire, которое на русский язык переводится дословно как живой проводник или живая связь, означает живого и энергичного человека. Тот, в ком установлена связь со своей целью посредством веры, развивает свой внутренний огонь или магическое тепло и является проводником и накопителем силы. Славянская группа языков также дает нам подсказку относительно магического тепла, силы и веры. Слово «вера» в славянских языках может быть интерпретировано как знание света или передача света. К тому, кто верит, прибывает сила, и из него льется свет. Чтобы развить в себе магическое тепло, осознайте свои цели и выделите среди них самую главную. Если вам вдруг показалось, что у вас нет никаких целей, то будьте уверены, что цели есть у каждого человека, даже если он не отдает себе в этом отчета. Цель – это источник вашей силы, то, что дает вам мотивацию жить. После выбора главной цели глубоко поразмышляйте над ее полезностью и осознайте ценность вашей главной цели. Ценность и польза цели определяются тем, насколько эта цель затрагивает улучшение и изменение не только вашей персональной жизни, но и жизни других людей. Согласно нагвализму, дух – основной источник силы в жизни человека. Поэтому самой глобальной и полезной целью для вас является цель, сформированная не вашей личностью, а вашим бессмертным духом. Люди называют эту цель жизненным предназначением. Выполняя собственное предназначение в жизни, вы помогаете эволюционировать не только своей личности, но и всем людям и всему живому на планете Земля. Если пока вы не осознали свое предназначение, выберите самую большую и полезную среди понятных вам целей. Это может быть работа, личная жизнь, творчество. Начните верить в свою цель и служить ей. Помните, что чем более возвышена ваша цель, чем более она работает на благо всех людей, тем больше сил эта цель призывает в вашу жизнь. Вера и служение вашей цели разовьют в вас магическое тепло. Так вы станете сильнее и счастливее. Третий шаг к развитию магического тепла заключается в развитии безупречности и дисциплины. Дон Хуан, учитель Карлоса Кастанеды, говорил, что безупречность – это делать лучшее, на что способен человек, там, где он находится, и с тем, что у него есть. Дисциплина в понимании нагвализма – это возможность испытывать благоговение и самые возвышенные чувства, доступные человеку. Как это понять? Нагвализм утверждает, что обычный человек в своей повседневной жизни поступает неосознанно и полностью управляется своим маленьким эгоистичным «я». В противовес этому маги говорят, что у человека есть его высшее «я», которое является духом человека. В этом ключе безупречность может быть раскрыта как умение выслеживать свое маленькое «я», выходить из-под его власти и тяги к низменному и поступать в соответствии с волей высшего «я». Постоянно делая выбор в сторону духа и отказываясь в любой момент и в любых условиях от эгоизма маленького «я», человек поступает безупречно. Испытывая связь с собственным духом, вручая ему свое сердце и веря в собственный дух, человек пребывает в постоянном обучении, развивает магическое тепло, испытывает трепет, чувство глубокой благодарности и искренней глубокой радости и верности. Этими чувствами человек привлекает силу в свою жизнь, копит силу и взаимодействует с ней. Дисциплина – это умение слышать свой дух. Чтобы развить в себе умение выслеживать действия своего маленького «я», развивать безупречность и дисциплину, которые развивают в свою очередь магическое тепло в человеке, Дон Хуан говорил о 4 настроениях и чувствах. Безжалостность. Человек должен не испытывать чувство жалости к своей личности, перестать обвинять кого бы то ни было и мир в чем бы то ни было и взять ответственность за свою жизнь в свои руки. Безжалостность должна быть только к проявлениям своего маленького «я» и при этом не превращаться в жестокость ни к себе, ни к другим. Чувство безжалостности позволит вам стойко выдерживать и переносить любые жизненные перипетии. Ловкость. Ловкость позволяет вам быть гибким и максимально трезво и адекватно реагировать на изменяющуюся действительность.
Когда человек подчинен своему маленькому «я», он закостенел и черств. Когда человек ведом своим духом, он гибок и неуловим. Ловкость не должна быть коварством или обманом, жизнью за чужой счет или приспособленчеством. Ловкость предполагает ясность, трезвость и развитие характера. Терпение. Терпение позволяет вам знать, что все придет в нужный момент. Маленькое «я» не умеет проявлять терпение и желает все и сразу. Высшее «я» умеет терпеливо трудиться над осуществлением задуманного. Терпение позволяет унять необузданную эмоциональность и несдержанность и сосредоточиться на необходимом. Терпение не предполагает инертность и вялость. Когда вы терпеливы, вы знаете, что нужно делать и когда нужно действовать. Поэтому вы становитесь эффективными. Мягкость. Мягкость позволит вам избежать любой резкости и жесткости в работе и отношении как к себе, так и к окружающим. К жесткости и жестокости предрасположено маленькое «я». Мягкость же – это проявление вашего духа, которое избавляет вас от обвинений себя в неудаче. Благодаря мягкости вы сможете увидеть любую ситуацию цельно и осознать, что причина неудачи находится не в вас, а в недостаточных или несвоевременных усилиях. Мягкость развивает в вас обучаемость и избавляет от глупости. Вы относитесь с трепетом к тому, что у вас есть, и работаете над приобретением того, что вам необходимо. Развитие магического тепла является необходимым для любого человека, кто хочет взаимодействовать и накапливать силу, принять ответственность за свою жизнь и стать счастливым. Магическое тепло позволяет вам пробудить глубокий и искренний интерес к жизни и к выполнению собственного предназначения. Чтобы развить магическое тепло, вам в первую очередь необходимо привести в порядок собственную жизнь, осознать наличие цели в жизни, начать верить в свою цель и служить ей, а также развить в себе дисциплину и безупречность. Практика развития магического тепла позволит вам привлечь в вашу жизнь силу, накопить силу и выстроить связь с вашим духом. Находясь на связи с духом, вы начинаете воспринимать на глубинном уровне красоту, великолепие и загадку, которую люди привыкли называть миром.